Всем привет! Сегодня я буду готовить вот такой изумительный торт «Пьяная вишня». Он очень вкусный и просто готовится. Сначала подготовим вишню. У меня она замороженная. Убираем из нее косточки. Добавляем немного сахара. Заливаем коньяком. В таком виде она должна у вас настаиваться минимум 2-3 часа. Можно оставить на ночь, будет только лучше. Теперь готовим бисквит. Разбиваем яйца, добавляем щепоточку соли и начинаем взбивать на маленькой скорости. Теперь продолжаем взбивать, но уже на большой скорости, и постепенно подсыпаем сахар. Яйца нам нужно взбить вот до такого состояния. Посмотрите, такая плотная масса получается, на ней можно практически рисовать. Видите, рисунок не растекается. Если вы взобьете яйца правильно, вот до такой пышной консистенции, вам не понадобятся никакие разрыхлители. Бисквит получится идеальным. Муку нам нужно смешать с какао. Теперь муку нам нужно вмешать в яичную массу. Для этого в 3-4 этапа подсеиваем и очень аккуратными движениями вмешиваем. Вот таким образом. Снизу вверх. Эта масса пышная не должна опуститься. Это очень важно. К тому моменту, когда тесто у вас будет готово, духовка должна быть разогрета на 180 градусов. И форма должна быть подготовлена. Я ее застелила пергаментной бумагой и смазываю дно растительным маслом. Отправляем в духовку примерно на 40 минут. Первые полчаса духовку не открывать. Бисквит проверяем на готовность зубочисткой или деревянной шпажкой. Она должна быть сухая, тесто не должно оставаться. Теперь оставляем полностью остыть. Для крема мне понадобится сливочное масло комнатной температуры. Мы его слегка взбиваем. Продолжая взбивать, потихоньку подливаем сгущенное молоко понемножечку. Часть крема нам нужно отложить, примерно 1/3. С бисквита срезаем крышечку, примерно 1 сантиметр, может быть 1,5. Теперь аккуратненько выбираем середку. То есть вот эти кусочки мы добавляем в крем. Не надо их мельчить, измельчать, чтобы крошка была. Нет, вот такие кусочки. Примерно одинаковые. Как будет получаться? Немного крошки, которая будет мелкая-мелкая прям, мы оставим для украшения. Выбираем, делаем вот такую корзиночку.
Вишню отбрасываем на дуршлаг. Бисквит нужно пропитать коньяком, который остался у нас от вишни. И стеночки тоже. Аккуратненько, без фанатизма, чтобы он у вас не размок, а просто пропитался. И корзиночку, и крышечку нашу тоже аккуратненько будем пропитывать. В крем добавляем вишню и все перемешиваем. Все выкладываем в корзиночку и разравниваем. Накрываем крышкой и в таком виде отправляем в холодильник настаиваться. Минимум это 4 часа, но чем дольше постоит, тем вкуснее и нежнее получится. И теперь промазываем оставшимся кремом и сверху, и по бокам. И теперь украшаем. Бока можно засыпать крошкой. Также шоколад и вишня. Кто любит орешки, пожалуйста, можно тоже использовать. Торт у меня готов. Посмотрите, какая красота получается. Очень вкусный, шикарнейший торт. И, как мне кажется, очень простой в исполнении. Обязательно приготовьте, попробуйте. Уверена, вы тоже влюбитесь в этот замечательный рецепт. Всем спасибо. Приятного аппетита. Пока-пока.